Привет, друзья! На полях форума в Давосе 2025 произошла встреча, которую уже называют ключевым политическим эпизодом года. В закрытом зале от журналистов и камер канцлер Германии Фридрих Мерц провел переговоры с представителями крупнейших инвестиционных групп мира, от BlackRock до малоизвестных, но по крайней мере влиятельных швейцарских трастов. Как утверждают инсайдеры из дипломатических кругов, предметом обсуждения стала идея нового глобального центра силы, в котором именно Германия должна занять центральное место. Об этом, по слухам, говорится в неформальных меморандумах, циркулирующих между европейскими элитами и финансовыми институтами. Особый интерес вызвало то, как часто в разговорах использовалось слово «управляемость» в контексте устойчивого, рационального, экономически дисциплинированного лидерства. Все чаще упоминается модель европейской технократии в противоположность американскому популизму. Давос 2025 стал ареной тихого, но знакового выбора, кто поведет Запад дальше, когда старая модель окончательно себя исчерпает. Но за кулисами Давоса все оказалось куда глубже, чем ожидалось. Тема конфликта Мерца с Трампом стала одной из самых горячих после Давоса. По информации, полученной от политических обозревателей, между канцлером Германии и президентом Соединенных Штатов Америки на одном из ужинов форума произошел резкий обмен репликами. Трамп, как сообщают источники, потребовал, чтобы Берлин полностью согласовывал оборонные решения с Вашингтоном. В ответ Мерц якобы заявил, что Германия больше не собирается играть по правилам старых альянсов, особенно в условиях, когда европейские интересы систематически игнорируются. Интрига усилилась после того, как в СМИ просочились фрагменты внутренней переписки МИД ФРГ. В одном из писем речь идет о планах нейтрализации внешнего давления, а также упоминаются секретные консультации с Францией, Австрией и даже Китаем. Эти документы, попавшие в прессу через анонимные источники, вызвали бурю обсуждений. Некоторые аналитики уже говорят о формировании нового альянса нейтральных, куда могут войти страны, заинтересованные в снижении зависимости от Соединенных Штатов Америки и пересмотре военных соглашений. Мерц, по их мнению, хочет не просто конфронтации, он выстраивает параллельную дипломатическую архитектуру, где Берлин становится не младшим партнером, а равноправным игроком. Однако это был лишь первый сигнал надвигающегося конфликта. Финансовая война в Европе началась, и ее эпицентр теперь в Берлине. Как пишут сразу несколько европейских деловых изданий, Германия фактически поставила на паузу одобрение ключевых бюджетов Европейского Союза. Причина – отказ от новых схем распределения средств, которые лоббирует Брюссель. Еврокомиссия хочет усилить контроль над национальными финансами, в том числе через автоматическое перераспределение фондов и ограничение субсидий на уровне стран. Но Берлин сказал нет. По сообщениям близким к Минфину ФРГ, Мерц лично курирует стратегию сопротивления этим инициативам. На этот шаг уже последовала резкая реакция. Польша обвиняет Германию в финансовом шантаже, а Франция говорит о разрушении фундамента солидарности внутри ЕС. Однако, как сообщают источники из банковского сектора, именно Германия сейчас теряет терпение из-за бесконтрольных трат Еврокомиссии и навязывания проектов, которые не имеют экономического смысла. Брюссель, в свою очередь, начал оказывать давление на немецкие инвестиционные фонды, но, как утверждают политические обозреватели, в ответ на это Мерц отдал негласный приказ замораживать любые каналы влияния. Фактически началась игра на истощение. Евросоюз впервые за десятилетия столкнулся с внутренним бойкотом, а ключевая страна-член, Германия, в открытую бросила вызов общей финансовой системе. В коридорах власти эту фразу уже называют континентальным переходом ресурсов. С этого момента все изменилось. Если еще недавно решения Еврокомиссии воспринимались как безусловные директивы, то сейчас происходит тектонический сдвиг. Как передают европейские обозреватели, несколько важных голосований в Совете ЕС были фактически сорваны, не в последнюю очередь из-за позиции Германии, которая демонстративно воздержится от участия в согласовании бюджета и внешнеполитических решений. В Брюсселе это вызвало настоящую панику. По дипломатическим каналам просочилась информация. Берлин больше не считает решения Еврокомиссии обязательными к исполнению, особенно в области распределения финансов и миграционной политики. Как отмечают наблюдатели, складывается новая реальность. Реальность децентрализации власти. Польша, Венгрия, Австрия и Италия.
По данным из кулуаров, начали вести отдельные переговоры с Берлином, игнорируя брюссельскую бюрократию. Эти внутренние альянсы формируют новый расклад в Европе, где ключевые игроки договариваются между собой, фактически обходя общие институты. В прессе уже появились статьи о конце эры централизованного ЕС. Все указывает на то, что Еврокомиссия теряет на самом деле контроль не только над финансовыми потоками, но и над логикой политических процессов. Некоторые эксперты называют это тихим распадом, другие – переформатированием европейского порядка. Но в любом случае именно Германия становится эпицентром этих перемен, поднимая флаг суверенитета над структурой, которая еще вчера диктовала правила игры. И вот тут начинается самое интересное. Слухи о стратегии нейтральной Германии стали распространяться после того, как в прессу просочились выдержки из конфиденциального аналитического обзора, подготовленного для узкого круга в Бундесвере. В документе, как утверждают европейские журналисты, речь идет о долгосрочной трансформации обороны политики страны. По данным инсайдеров, в кулуарах МИД и Министерства обороны обсуждаются шаги по поэтапному выходу Германии из ряда обязательств в рамках НАТО. Сначала неформально, затем юридически. Концепция основывается на идее возврата континентальной независимости без участия во внешних конфликтах и с упором на оборону собственных границ и экономическое лидерство. Источники, близкие к переговорам, указывают, что консультации уже ведутся с правительственными представителями Австрии, Швейцарии, Венгрии и Италии. Именно эти страны рассматриваются как ядро потенциального блока нейтралитета. При этом Вашингтон, по данным аналитиков, внимательно следит за ситуацией и даже пытался провести неформальные беседы с командой Мерца через третьих лиц. В кулуарах Бундестага говорят о конфликте поколений. Старая элита, ориентированная на атлантическое сотрудничество, сталкивается с новым курсом на континентальную автономию. Идея нейтральности Германии вызывает, конечно же, тревогу не только в штабе-квартиры НАТО, но и в некоторых столицах Восточной Европы, где Берлин традиционно рассматривается как форпост западной архитектуры безопасности. Но, похоже, Мерц решительно настроен изменить правила игры. Вскоре всплыли факты, которые уже невозможно было игнорировать. По информации, опубликованной в европейской деловой прессе, в апреле и мае этого года зафиксированы как минимум 4 неофициальные встречи правительства Германии, Италии, Венгрии и Австрии. Как сообщают источники, близкие к дипломатическим кругам, обсуждалась идея создания нового союза, независимого от Брюсселя и ориентированного на интересы национальных государств. Эту инициативу уже прозвали континентальной перезагрузкой. Об этом говорится в одном из аналитических докладов, подготовленным для внутреннего пользования в Совете Европейского Союза. Документ, как утверждают эксперты, фиксирует возрастающий уровень недоверия Еврокомиссии. На повестке разработка механизма координации без участия наднациональных органов. Отдельно рассматривается возможность создания собственной платформы для оборонных инициатив, а также параллельного валютного трека, ориентированного на расчеты в рамках нового альянса. Некоторые политические наблюдатели сравнивают это с моментом перед созданием ЕС, только наоборот, не объединение, а осознанное разделение сфер влияния. По данным инсайдеров в экономических кругах, немецкие эксперты уже представили предварительную модель фискального суверенитета, финансовой системы, которая может существовать независимо от евробюджета. Что особенно важно, во всех обсуждениях подчеркивается отказ от диктата Брюсселя и стремление вернуть право принимать решения обратно в руки национальных парламентов. Это уже не просто реакция на кризис в Европейском Союзе, это попытка полностью изменить саму архитектуру Европы. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.